Цените, сколько денег. Это мы на рынок идем, на базар. Ну и надо там еще налог на землю заплатить. У нас сегодня закупочный день. Идем в центр поселка за продуктами, с рюкзачками. Там у нас много больших супермаркетов, ну, таких приличных обычных супермаркетов. Есть отдельные магазины с мясом, с фруктами, еще какие-то. И идти нам туда минут 30 пешком, ну, примерно. И обратно уже также с рюкзаками. Вчера посмотрели, у нас закончились полностью весь гарнир. Мясо практически полностью закончилось. И мы обычно берем с запасом столько, сколько можно унести. И оно лежит там, мясо в морозилке, крупа. Так что посмотрим сегодня цены, как выглядят магазинчики у нас в деревне. Сами посмотрим и вам покажем. И подведем итоги месяца, вообще сколько выходит у нас жизнь в месяц. Сразу скажу, что я, короче, не тот коллега, который зарабатывает 500 баксов и в месяц, и еще там в Турцию на отдых раз в год ездит, и кредит выплачивает, и на новой тачке гоняет. Ну, типа, как этот мемчик, да? Один за пятихатку зарабатывает и ездит отдыхать на машине, ипотека у него. А другой там 1003 баксов зарабатывает, ему вечно денег не хватает. А я тот, кто примерно пятихатку зарабатывает, и ему вечно денег не хватает. Как бы никогда не экономил, никогда не смотрел на цены. Просто заходишь в Россию в магазин, берешь, что надо, и ничего не сравниваешь. Поэтому вот иммиграция как минимум научила экономить не слабо. Считать расходы. Я сейчас очень так, серьезно веду учет расходов. Я его и в России вел, то есть я его уже вел больше 5 лет, наверное, как я начал вести, может еще больше. Но всегда это велось расхлябано. Я вел в таком режиме, что я месяц веду расходы, потом там 3 месяца или полгода не веду. Плюс вот эти критерии расходов, категории, они так очень обобщенный вид имели. То есть не особо там вникнешь на самом деле, что куда. Понятно, там продукты типа. Сейчас я веду более детальный такой учет. То есть у меня продукты, например, разбиты на сладости, на мясо, на фрукты, овощи. И на все остальное. Все остальное это гарнир в основном, да, или еще что-нибудь. Там бытовая химия всякая отдельная. Еще что-то. Короче, более детализированно ведется теперь учет. Забавно иду, тут вам ролики снимаю. А там трое полицейских стоит. Сзади, короче. Вот, с нами поговорили. И, соответственно, мы-то такие разговорчивые, но мы язык не знаем. Поэтому через традуктор, в общем, сказали, мы полиция, и мы, если что, здесь, чтобы помочь вам. Мы сказали, ой, большое спасибо, будем иметь в виду. До встречи, до свидания. Смотрите, красота какая, да? Вот идешь по дороге, а тут грибы. Можно его, в принципе... Такой с ладонь. Что это за гриб? Можно его с картофанчиком пожарить? Как считаете? Все, спустились в город. Вот хочу показать частичку города. Такие вот домики прикольные стоят.
Цветочки цветут как будто круглый год. У нас уже середина лета, а все какие-то цветочки цветут. Мы идем в сторону мясного магазина. Но здесь есть прикольная такая аптека старинная. И она вроде каждый час, там часы установлены механические. Они бьют каждый час. И сейчас осталось там буквально 10 минут. Вот регулировщик. Не знаю, вот зачем он здесь, как, почему. Ну вот регулирует движение. Вот это, кстати, возят воду. В некоторые участки у них нет центрального водоснабжения. Им воду привозят вот такие бочки. Вот он нам говорит: все, проходите, ребята. А вон аптека. Сейчас мы будем снимать, как она будет. Часы будут бить. Сошли с ума часы. Что происходит? Возможно, это часы судного дня, и уже все, 24 часа, пришло время апокалипсиса. Просто что творят, а? Что творят? Ну да ладно. В общем, вот так это выглядит. Я еще хотел показать, вот эта улица прикольно. Вот в такой отель упирается. Вот эта башня, это водонапорная башня. То есть там вода. Но ее приспособили вот как еще рекламная такая конструкция. Написано отель. Прикиньте. Ну все. Правда, задержка на 4 минуты, но мы дождались. Ура! Мы увидели. Идем за мясом, ура! Y dos. Cuatro. Eso. Sí. 3 kilos. 3 kilos. 3 kilos, ¿querés esto? ¿Pero cuánto vamos? 4. 5. Muchísimas gracias. Gracias. Amigo. Короче, 6 килограммов мяса, 7,5 килограммов мяса на 35 тысяч песо, это примерно 30 баксов. Там дешевая говяжья печень и 2 вида свинины. 35 700 песо. И теперь сразу записываем расходы на мясо, потому что я забываю иначе. Так, считаем. У нас 35 700 на 1190 в прошлый раз я менял. Ровно берем вот так, пишем 30 баксов, счет песо. Это у нас мясо. Ну все, мясо, сколько у нас? 7,5 кг. 7,5 кг. Типа печень и свинина. Идем дальше. Насчет земли, кто смотрел предыдущее видео, подписчики и новые подписчики там были. И те, кто ждал, что в следующем видео сейчас Родриго будет там доски таскать, там бетон мешать, строить дом. Скажу, что Родриго не такой быстрый.
не самый быстрый Родриго на Диком Западе. Пока что мы сходили, попытались узнать, как подключить электричество. Не особо что поняли, как будто бы. Сейчас ищем агриминсор, это геодезист, по-моему, да, который замер участка. Плюс надо его чистить. Один раз туда заезжали, но еще пока оккупадосы туда не заехали. Так что все нормально. Сейчас заходил в магазин досок. Надя как раз зашла в супермаркет большой, который мы не засняли, потому что она одна была. А я зашел в магазин, ну, на базу досок. Я сейчас смотрю, там какая-то такая тачка спортивная. У нее какая-то арматура из-под днища просто метра на 2 торчит. Короче, база досок. Попытался узнать цены. Тут же немножко другие измерения. Но вроде мне в миллиметрах там меня поняли. Назвали цены. У меня есть смета на вагончик по российским ценам. И здесь на данный момент получается раза в 3 дороже. Поэтому еще, конечно, есть смысл походить в другие места, на другие базы, поузнавать цены. Но есть вероятность, что так и есть, что доска здесь будет там в 2-3 раза дороже, например, чем я предполагал. И это неприятная новость. Возможно, придется, ну, что-то искать, какие-то другие строительные материалы. Или в натуре землянку копать. Это вроде как дешевле получится, бесплатно лопату только купить. Пилу, кстати, купил. Купил себе первый инструмент такой. Не, у меня еще пасаки же есть. Купил пилу самую дешевую за 8000 песо. Но она, короче, вообще ей строить будет невозможно. Она, ну, очень тяжело работает, не знаю. Надо посмотреть, может, ее можно как-то заточить. Так, помидорки не очень выглядят, замороженные. Здесь все по $1.02. Todo por 1389. В общем, это такой овощной отдел. Здесь все по меньше $1, по 1000 песо. А это кактусы, что ли? О, кактусы, что ли? Кактус. Прикол. Что, будем пробовать кактусы? Я не знаю вообще, как они. Вы знаете, как кактусы надо есть? Говорят, вкусные. Давай возьмем. Здесь мы купили фрукты, овощи, купили яблоки для овсянки, грушу просто так съесть, лук, капусту, короче, всякое такое. И сейчас идем уже в сторону дома, у нас по пути будет большой такой хозяйственный магазин, и там еще и макароны продаются, возьмем там макароны. Просто Rostro de cocina, 200 paños, 1600 o 1400 cartas de depende, 120 paños. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bien. Ну и так как я не особо умею экономить и всегда просто покупал там продукты всякие, особо не глядя, вот Надя как-то взяла на себя эту функцию, и она смотрит, запоминает во всех магазинах, что почем стоит, потому что в Аргентине, ну и, наверное, не только в Аргентине, есть такой момент, что один и тот же товар в разных магазинах может стоить по-разному. Например, овсянку и чернослив мы берем, если в Кордобе, то там цена выходит почти, или даже не почти, а именно в 2 раза дешевле, чем у нас здесь в поселке. Поэтому, если мы едем в город, то мы тоже берем оттуда какие-то продукты. Если бы этим я занимался, я бы со своей памятью, я бы так не запомнил бы, где там что сколько стоит. А я бы в блокнотик, наверное, завел бы все магазины близлежащие и в каждом бы вел список там овощей, гарнира, мяса. Но Надя вроде так запоминает.
маленький. Чай из баночки. За полгода разбил 2 кружки, поэтому теперь пью чай из баночки. Хотел показать вам, ну и расходы сейчас разберем за месяц, и хотел показать какой-то вайб нашей деревни. Не знаю, насколько это получилось, напишите, как вам наша деревушка, наша деревня. Я очень тащусь, честно сказать, здесь жить вообще по кайфу. В общем, мы поднялись 30 минут примерно снизу, наверх, как бы с рюкзаками. У нас такая прогулка раз в неделю стабильно бывает. Но она, по сути, ну, как прогулка. То есть ты идешь, да, там, рюкзаки, жара, пыль иногда. Но в целом идешь, смотришь, и везде красиво и по кайфу. В общем, сегодня наш поход вниз в магазины вышел нам в 40 баксов. Причем из 40 баксов 30 баксов ушло на мясо и 10 на фрукты, овощи и макароны. Ну, вот примерно так у нас и выходит, что спуск вниз за продуктами занимает 40-60 долларов. И в месяц на продукты выходит примерно 180, ну, примерно 180 долларов, 180, пусть 200. По аренде, вот у нас аренда 180 тысяч песо, это примерно 160, там, 150 долларов, не знаю, это аренда. Плюс мы покупаем воду, покупаем газ, 10 баксов в месяц, плюс электричество примерно 50, по-моему, баксов в месяц электричество, это летом. И плюс туда же в коммуналку идет интернет. Интернет у нас Starlink, Илон Маск нас в этом плане поддерживает, короче. И его интернет нам обходится в 30 долларов примерно в месяц. Сотовую связь мы почти не ложим, то есть она нам нужна только, чтобы выехать в город. Там когда-никогда 10 баксов закидываем на один телефон, и с этим, в общем-то, и живем. Ну и дополнительные расходы — это коты, бытовая какая-то химия, какая-то мелочевка. Проезд очень дорого вышел в январе, 76 долларов, короче, 7 поездок, 3 в Кордобу, 4 в соседнюю деревню. По кафешкам мы очень сильно сократили бюджет. Сейчас, получается, за январь вышло 30 долларов на кафе. Это с учетом, что мы один раз сели в кафе и потратили на это, ну, долларов 15, например, максимум. И остальные 15 долларов это типа вода, там, может, мороженое когда-никогда. И по итогу выходит месяц у нас 700-800 баксов. Это с учетом, что мы снимаем очень дешевое жилье. И если кто-то смотрит там с целью узнать, там, сколько стоит жизнь в Аргентине, вы на эти цены вообще не равняйтесь, потому что жилье может вам легко выходить, аренда там, ну, от 300, наверное, это вот вообще. А вообще, по-хорошему, ехать надо рассчитывать на 500 баксов. Независимо от того, там, вы в деревню в какую-то поселитесь или в Буэнос-Айресе, то есть, ну, перепад цен, он не сильно большой. И то, что мы такую нашли, это нам очень сильно повезло. Напиши в комментариях, где живешь ты, в какой стране, и какой у тебя бюджет выходит, там, на одного человека или на двух. Ну, было бы интересно. И забыл самое интересное сказать. Сейчас 1 доллар в Аргентине равняется 1200 песо. Соответственно, 1000 долларов это 1 200 000 песо. Ну, иногда бывает, что курс доллара там 1000 песо к доллару, да. И значок аргентинского песо, он именно отображается как доллар. Я читал, что именно аргентинцы придумали этот значок доллара, а потом американцам он понравился, и они его забрали. А американский доллар, он пишется U, потом вот этот доллар и D, USD. Поэтому получается, что у нас расход в месяц примерно 1 200 000 песо. Теперь вы узнали самое главное, и теперь точно чао!